Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю перловку с курицей и грибами в сливочном соусе. Это сытное и ароматное блюдо для семейного обеда или ужина. Перловка получается нежной, пропитанной сливочным вкусом. Курица остается сочной, а грибы придают блюду насыщенный аромат. Готовится просто, из доступных ингредиентов, но получается по-домашнему уютно и аппетитно. Если вы хотите приготовить перловку вкусно, этот рецепт вам точно понравится. Для рецепта мне понадобится перловку предварительно я рекомендую замочить хотя бы на 3-4 часа, а лучше всего на ночь. Я ее хорошо промыла, залила водой и оставила постоять. У меня перловка стояла всю ночь. Сейчас я ее солью через сито и еще раз промою под проточной водой. Пересыпаю крупу в кастрюлю, заливаю чистой водой. Я использую не так много воды, потому что все равно эту первую воду я после закипания буду сливать. Рекомендую обязательно это сделать. Я поставила кастрюлю на плиту, доведу все до кипения и после закипания проварю перловку еще 3-4 минуты. При первом закипании с поверхности зерен выходит крахмал, который делает кашу тягучей. И если воду слить, перловка получится более рассыпчатой. И также, если крупа хранится довольно долго, в оболочке зерен могут окисляться жиры, и из-за этого появляется легкая горечь. А первое кипячение плюс промывание помогает это убрать. Теперь перловку я снова сливаю через сито и промываю чистой водой. Отправляю перловку снова в кастрюлю. Теперь заливаю большим количеством воды. Включаю плиту и варю кашу до полной готовности. Снова даю воде закипеть. После закипания огонь уменьшаю и варю кашу примерно 30-40 минут до мягкости. Соль сейчас в воду не добавляем. Если вы ее сейчас добавите, перловка будет вариться дольше и может остаться жесткой. Поэтому соль будем добавлять примерно за 5-10 минут до готовности. Варим кашу при вот таком небольшом кипении. Одну крупную луковицу режу средними кусочками. Также средними кусочками порежу 2 зубчика чеснока. Грибы я буду резать крупно. Я хочу, чтобы они были видны в каше. Если вы хотите, вы можете порезать их мелкими кубиками. Я буду резать вот такими пластинками. Средними кубиками порежу куриное филе. Разрезаю его сначала на полоски и теперь режу поперек. Кусочки я делаю небольшие, чтобы все готовилось очень быстро. И, друзья, обратите внимание, для нарезки мяса я использую другую доску. Я рекомендую дома использовать для мяса сырого, а также для овощей или для готовых изделий разные доски. Обязательно соблюдаем санитарные нормы приготовления еды, чтобы она была максимально полезной и здоровой. Каша у меня варится примерно минут 25. Вообще, когда крупу замачиваешь, она варится намного быстрее. И сейчас пришло время все посолить. Я добавляю 1 полную чайную ложку соли, так как у меня здесь кастрюля большая и довольно много воды. Кстати, кастрюля у меня здесь на 2,5 литра. Перемешиваю и варю перловку еще примерно 10 минут. Ставлю разогреваться сковородку. Наливаю растительное масло, не надо много. И в первую очередь отправляю обжариваться чеснок и лук. Чеснок обжариваю буквально 10 секунд, чтобы он дал свой аромат. Добавляю лук и обжариваю лук до прозрачности и легкого золотистого цвета. Добавляю грибы и также их обжариваю, чтобы выпарилась лишняя влага и они слегка подрумянились. Когда обжариваете грибы, не добавляйте соль, чтобы они не пускали больше сока. Обычно грибы солить надо уже после того, как они обжарились. Когда грибы уже фактически обжарились, как видите, здесь уже нет лишней влаги, я добавляю сливочное масло. Сами грибы получатся еще с таким сливочным вкусом. Также сразу я добавляю куриное филе.
И вот теперь добавляем соль и другие специи. Конечно, все это делаем по вкусу. Добавляю перец. Также я использую сушеный чеснок, 1 чайную ложку, и сушеный лук, также 1 чайную ложку. Обжариваем, пока курица поменяет полностью свой цвет. Перловка у меня уже сварилась. Как это можно проверить? Просто ее попробуйте. И сейчас очень важный момент. Перловку сливаем через сито и промываем горячей водой. Теперь в сковородку я добавляю сливки. Я использую 20% сливки. Можно использовать и более жирные. В стакан добавляю немного воды, буквально миллилитров 30-50, и выливаю в сковородку. Перемешиваю. Протушиваю все буквально минут 10 до легкого уваривания соуса. Конечно, огонь делаем тише. Пробуем на вкус. Я добавляю немного соли. Фактически сейчас приготовили такой очень вкусный сливочный грибной соус с курицей. Итак, у меня все готово. Соус с курицей протушился. Курица получается очень нежная, мягкая, сливочная. И теперь можно поступить двумя способами. Либо добавить сюда уже готовую отваренную перловку, либо подавать перловку как гарнир к соусу с курицей и грибами. Мне лично больше нравится вариант, когда перловку добавить в соус и еще немного потомить на сковородке. Тогда перловка пропитывается вот этим сливочным соусом. Я так и сделаю. Я добавляю мою шикарную перловку в сковородку. Она такая рассыпчатая, очень вкусная. Хорошо все перемешиваю и протушу на небольшом огне буквально 5 минут. Просто чтобы перловка пропиталась соусом. Вы только посмотрите, как это аппетитно, как это вкусно. Сковородку можно накрыть крышкой. По желанию можно добавить в нее зелень. Я добавляю порезанную петрушку. И шикарный обед или ужин уже готов. Друзья, на моем канале уже есть несколько рецептов приготовления перловой каши. Очень вкусной. Я обязательно оставлю на эти рецепты ссылки в описании. Я оставила пару грибочков для украшения. Перловка получилась очень нежной, пропитанной сливочным вкусом. С курочкой, с грибами. Это так вкусно. Обязательно ее приготовьте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте ему лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!